18 октября на полях заседания региональной консультативной платформы 3+3 в Стамбуле министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Министры обсудили вопросы двусторонней повестки дня и продолжающийся армяно-турецкий диалог, направленный на полную нормализацию отношений. Министр Мирзоян подтвердил важность реализации договоренностей, достигнутых в рамках процесса. Состоялся также обмен мнениями по региональным событиям. Отметим, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил на министерской встрече региональной консультативной платформы 3+3. В своем выступлении Мирзоян сказал: «Уважаемый министр Фидан, уважаемые министры и коллеги, хотел бы выразить свою благодарность Турции и моему коллеге Хакану Фидану за организацию в Стамбуле второй министерской сессии региональной консультативной платформы 3+3. Армения придает большое значение региональным консультациям и взаимодействию. Постоянный и искренний диалог, содействие контактам между людьми, оживление торгово-экономических связей, а также обеспечение инклюзивности в региональных инициативах и проектах являются важнейшими предпосылками для преодоления существующих противоречий и достижения лучшего сотрудничества, развития и процветания наших стран. Мы твердо убеждены, что ответственные подходы и конструктивные усилия всех региональных субъектов в этом направлении одновременно будут в значительной степени способствовать достижению мира и стабильности в регионе. Уважаемые коллеги, будучи давним сторонником инклюзивного и недискриминационного транспортного сообщения для содействия торговле и сотрудничеству, Армения искренне заинтересована в разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе. Наше видение расширения региональных связей четко отражено в инициативе «Перекресток мира», которая была представлена премьер-министром Армении год назад. Ключевая суть этого проекта заключается в развитии коммуникаций между всеми странами региона и за его пределами посредством реконструкции, строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи. Для реализации этого проекта необходимы 4 принципа: уважение суверенитета и юрисдикции всех государств, а также равенство и взаимность. При реализации «Перекресток мира» может стать неотъемлемой частью глобальных логистических маршрутов, обеспечивая большую скорость и эффективность прохождения грузов. Я рад подчеркнуть, что эта инициатива была одобрена многими нашими партнерами, и Иран был одним из первых. Имея взаимные обязательства по расширению нашей торговли и связей, Армения предпринимает активные практические шаги по строительству автомагистрали Север-Юг, оценивая преимущества использования порта Чебахар, а также работая над взаимным снижением дорожных сборов между нашими странами. Расширяя возможности наших пограничных служб и таможенного контроля с соседями, пограничная служба Армении с 1 января 2025 года возьмет на себя обеспечение работы на погранично-пропускном пункте Армения-Иран. Я также рад сообщить, что на основе совместной оценки моста между Арменией и Турцией Армения уже завершила строительство и техническое оснащение пограничного КПП Маргара на границе Армения-Турция. Кроме того, Армения и Турция уже договорились о совместной оценке технических требований к пересечению границы по железной дороге Гюмри-Карс. Это дополняет уже принятые решения об установлении прямых рейсов между Арменией и Турцией и взаимном снятии запретов на грузовые авиаперевозки. Эксплуатация железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией, наряду с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном, немедленно обеспечит эффективную связь между Персидским заливом, Черным морем, Каспийским морем и Средиземным морем. Учитывая это видение, как вы все знаете, мы предложили Азербайджану условия восстановления нашей железнодорожной инфраструктуры, упрощения пересечения границ и таможенных процедур и обеспечения некоторых дополнительных механизмов безопасности при полном уважении суверенитета и юрисдикции обеих стран. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Армения искренне заинтересована и уже неоднократно демонстрировала свою приверженность содействию развитию региональных коммуникаций и укреплению взаимозависимости со своими соседями на основе принципов Устава ООН, в частности суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ и политической независимости.
Анадолу со ссылкой на интервью главы МИД Турции Хакана Фидана в эфире телеканала Хабер Глобал. Встреча 3+3 была посвящена не только проблеме между Азербайджаном и Арменией, но и всему Кавказу. В последние годы существует концепция, которую Турция развивает и подчеркивает – региональная ответственность. Часть своей дипломатической работы в регионе я провожу, объясняя: не надо ждать силы извне, нужно собраться вместе со странами региона и решать наши проблемы настолько, насколько хватит наших сил, чтобы, если даже понадобится помощь извне, она была качественной. Когда мы этого не делаем и оставляем вопрос внерегиональному гегемону, а мы это уже видели десятки раз, он приходит, но не смотрит на то, что нужно вам. Сначала он берет свое, и его не волнует, решается таким образом твоя проблема или нет. У него другие приоритеты. Другими словами, во внутренней политике США нет требований относительно улучшения или ухудшения вашего благосостояния. Армяно-азербайджанская проблема – это проблема, которой мы тесно занимаемся. С Азербайджаном мы уже стали одной нацией, двумя государствами, и по ряду пунктов действуем соответствующе. Наши определения интересов, стратегий, друзей и врагов – все это совпадает. Мы верим, что исторический, официальный мир, который будет достигнут с Арменией, действительно откроет региону путь к необратимой стабильности, благополучию и развитию. Поэтому и наш президент очень поддерживает этот мир. Я верю, что когда такие страны, как Грузия, Азербайджан и Армения, серьезно пострадавшие от конфликтов за последние 30 лет, соберутся вместе с Россией на севере, Ираном на юге и Турцией на западе, мы создадим атмосферу очень хорошего регионального развития и процветания. Турция продолжит использовать свою стимулирующую силу в этом вопросе, и встреча 3+3 важна для этого, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Если я не отвечу Хакану Фидану, то просто умру, конечно, в переносном смысле. Суть в том, что я не могу понять, как можно считать, что США, которые поддерживают Армению, это внерегиональный гегемон, а Турция, которая заявляет, что она и Азербайджан – одна нация, два государства, это нормально. Если вы хотите выступать в роли регионального миротворца, то нужно быть миротворцем, а не говорить, что вы за мир, при этом, зная отношения Армении и Азербайджана, повторять, что вы – одна нация, два государства, и все решения принимаете вместе. Потом вы удивляетесь, когда наш премьер-министр отвечает на ваши действия такими же непонятными ответами. Какой привет, такой и ответ. Будьте искренними и прямолинейными, и мы будем такими же. Вы, кажется, хорошо знаете армян и должны понимать, что мы не любим, когда пытаются нас обмануть. Нас перехитрить очень сложно, и в мире есть лишь одна нация, которая может быть хитрее нас. Но это точно не турки и не азербайджанцы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.